Всем привет, это Кей. В этом сезоне выходит аниме, которое я ждала вообще-то только в следующем году. И это «Провожающая в последний путь Фрирен». Или Фрирен. Ну, я сегодня узнаю из аниме, какое правильное ударение. Мангу я начала читать буквально за пару недель до анонса, и тогда я даже засомневалась, нужно ли продолжать ее читать или уже дождаться выхода аниме, но все же я дочитала до ангоинга и потом еще догоняла несколько глав. Мне очень нравится начало этой истории, оно такое меланхоличное, неспешное, пусть с некоторыми таймскипами, и как раз то, что я и ожидала увидеть в таком произведении. Но потом начинается что-то слишком приключенческое, сёнэновское, и на самом деле я сейчас даже немного мангу подзабросила, но зато выходит аниме, а значит мы увидим именно начало истории, которое мне очень нравится. Концепт весьма простой. Команда героя возвращается после победы над королем демонов, ну а дальше пути героев расходятся. Все-таки у разных рас разная продолжительность жизни, и Фрирен, буду ее пока так называть, волшебница-эльф. Эльфы живут дольше всех. Здесь среди них еще есть дворф, который будет жить тоже долго, но не так долго, как Фрирен. В общем, главная героиня отправляется в путешествие, чтобы понять, как ей смириться со смертью друзей. 10 лет, которые они провели вместе, это такая небольшая часть ее жизни, но все равно все пройденные приключения и трудности отложили свой отпечаток. Кстати, есть один примечательный ваншот, который мне понравился, который на схожую тематику, где команда героя возвращается домой и ведет их волшебница. Но он более печальный, чем эта история. Я название сейчас не помню, пусть оно появится где-то здесь, вот на ладошке. Будет оно, если я его вспомню. В общем, как я уже сказала в начале, ожидала я это аниме увидеть только в следующем году, но здесь внезапно оно, оказывается, запланировано вроде на осенний сезон. Потом я узнала, что должна выйти сначала одна большая серия, как один спешл, то ли на час, то ли чуть ли не на 2 часа. Но внезапно я открываю, вижу 4 отдельных серии. Я не совсем понимаю, почему именно 4 отдельных серии. Возможно, это действительно был большой спешл, который был порезан уже. Может, это версия Crunchyroll в 4 сериях именно. Начну с первой серии. Сколько посмотрим, столько посмотрим. Просто сейчас уже поздно, и я боюсь, что я в какой-то момент просто усну. Внезапно все начинается с опенинга. Я думаю, это опенинг этого аниме. Обычно начинается уже с истории, опенинг засовывают в конец. Я здесь ожидала немного другое звучание, более фантазийное, что ли. Но знаете, что такое сказочное с оркестром? Кстати, видя персонажей, можно докататься до какого момента примерно у нас будет аниме. До какого момента в манге. Но он больше про такое одиночество главной героини, по большей части. Ну и, конечно, представление других персонажей здесь тоже есть. Вот, кстати, вот это звучание примерно то, что я ожидала и от опенинга. Это очень интересный кадр. Очень много неба в этом кадре. Кстати, голоса примерно такие, какие я представляла будут у персонажей. Картинка мне пока нравится. Я уже забыла некоторые черты характера некоторых персонажей. Нет, мне не нравится этот эффект. Многие ужасные моменты в жизни потом остаются забавными воспоминаниями. Какой удивительный человеческий мозг. 感動しているんだ。空気を読みたまえ。じゃあ次。Не надо ловить звездочки, пожалуйста. Ну вот как раз осты внутри серии — это то, чего я ожидала от всех остов. Мы еще эндинг посмотрим. Блин, красиво. Некоторые моменты прям очень красиво исполнены. Жизнь ничего не очень. Очень атмосферно. Ну это вообще Офелия. Представляете, жить так долго и смотреть, как все изменяется со временем. А он хранил его для нее.
Никогда о ней не забывал. Кстати, памятник весьма важная деталь здесь, потому что потом мы увидим, что со временем с ними происходит. Сюжет, казалось, более... Блин, все же это оказалось более трогательным моментом, чем я ожидал. Да, подготовилась. Мне нравится запоздалый колокол и такое осознание Фрирен, что произошло, что она чувствует все-таки в этот момент. Пусть для нее 10 лет это было как мгновение. Мне очень нравится, что здесь нет никакого бэкграунда, никакого звука просто, кроме как звук копания земли и голос Фрирен. Блин, так много места сверху. Как бы хочется немножко пониже камеру. Ну ладно. Я удивлена, что вроде карета не CGI-ная. Сейчас такие вещи в основном делают 3D-шными модельками. Очень много моментов, где герой где-то внизу кадра. Мне нравятся такие около средневековые мелодии. Небольшие упрощения на таких общих планах. Я до этого не особо обращала внимание на это, но здесь это заметно. Когда я читала мангу, я не особо обратила на это внимание, но насколько разное отношение к смерти у героев. Есть здесь весьма интересные ракурсы. Но в эндинге интересная стилизация. По звучанию, в принципе, эндинг то, что ожидаешь, но по визуалу он очень абстрактный. Только вот этот момент, где Фрирен идет, он такой понятный. Я на самом деле уже и забыла, насколько быстро с этими таймскипами течет время в этом тайтле. С другой стороны, показано здесь все очень размеренно, нет ощущения, что мы куда-то торопимся. Давайте посмотрим вторую серию. Спидраны... Спидраны здесь весьма динамично, кстати, выглядят. Ну как, динамично неправильное слово. Увлекательно. Да, это про памятник и цветочки. Нам очень хорошо дает понять, сколько времени прошло с тех событий. Какое разное впечатление произвел герой на тех, кого он спас, и на его сокомандников, на его друзей. Пусть Фрирен практически не показывает своих эмоций, и я не совсем уверена, какие именно она испытывает эмоции, но все эти детали, которые она запомнила о Химмеле, хотя на его похоронах она говорила, что совсем его не знает, выдают в ней то, что для нее эти люди были важны. Я не помню, что в манге было так много изображений того, где Фрирен где-то застряла. Я не знала, сколько мы сегодня серий посмотрим, но судя по тому, что у меня разряжается батарея на камере, мы посмотрим сегодня 2 серии. Думаю, комментарии по остальным я оставлю в своем телеграм-канале тогда. Как я уже говорила в начале, мне нравится эта история, особенно ее начало. И здесь я вижу то, что в принципе ожидала увидеть. Несмотря на таймскипы, все же здесь очень размеренное повествование, что немного убаюкивает, хотя это возможно, потому что я смотрю это весьма поздно. Пока это похоже на такой легкий повседневный слайс, очень меланхоличный и трогательный. Первая серия меня вообще как-то внезапно тронула. Дальше я чуть привыкла. Да и Фрирен тоже привыкла видеть смерть своих друзей. Очень странные ракурсы здесь. Во второй серии их меньше. Я даже, наверное, не обратила на них внимания особо. В первой серии очень много ракурсов, где персонажи внизу кадра и сверху очень много пространства. Причем это не какое-то пространство, чтобы показать там далекое поле или что-то такое, просто небо. Я не совсем их поняла, но да ладно. Я не уверена, сколько будет серий, до какого момента повествования мы доберемся точно, но судя по опенингу, должно там быть что-то более экшеновое, чем мы видим в начале. В начале мы тихо, спокойно путешествуем с Фрирен, она вспоминает своих друзей и свои приключения. По-моему, дальше будет чуть меньше флешбеков и чуть больше взаимодействия с другими
другими людьми. Здесь пока с ней Ферна, потом появится еще один сопровождающий. Мне также интересно ваше мнение по поводу этого аниме. Читали ли вы мангу, что вы думаете о ней, и как вы сравниваете это с тем, что и как экранизировали? Если вы не читали, то какие ваши впечатления? И как всегда, всем спасибо за просмотр. Увидимся в моем следующем видео. Зачем я сделала это этой рукой? Пока-пока. Сегодня из аниме... Спасибо. Я сегодня в необычном месте, потому что я поняла, что я не смогу сидеть слишком долго там и все это смотреть. У меня будет болеть спина, поэтому сегодня мы сидим здесь.